поговорим о том, зачем нам нужно научиться думать. Это нам необходимо для того, чтобы никто нами не мог манипулировать. Один мудрец как-то сказал на эту тему, что если ты стал на путь развития, то ты всегда в начале пути, куда бы ты ни дошел. Добра и мира моим уважаемым слушателям! Вы находитесь на канале Антидот, и мы переходим ко второй части марлезонского балета. Что же все-таки нужно, чтобы сбросить вес без диеты, упражнений и силы воли? И как мы уже упоминали в прошлых выпусках, нужно всего лишь две вещи: научиться думать и научиться быть честным с самим собой. Самые популярные заблуждения для того, чтобы похудеть, нужно сидеть на диете, заниматься и нужна сила воли, мы разбирали в прошлых выпусках. Короткое резюме. Диеты не работают так, как дают временный эффект, а все хотят постоянный. Просто занятия спортом никак не влияют на вес, а усилия воли легко ломаются любой подходящей отмазкой, если нет цели. И если у вас есть желание ознакомиться с ними, вы можете посмотреть предыдущие ролики этого канала. И сегодня мы будем говорить о том, как начать учиться думать. Кто-то скажет: ну это уже слишком, Майкл. Я, конечно, посмотрел твои выпуски, где так заманчиво утверждалось, чтобы сбросить вес, не надо сидеть на диете, заниматься спортом и прикладывать усилия воли. Мне же тоже хочется иметь стройное тело и лежать на диване, запивая Биг Мак Кока-Колой. Но думать? Все умеют думать. У меня вон постоянно рой мыслей в голове. Я думаю, вообще не переставая. Но не надо путать мысленную активность с редким и удивительным процессом под названием думать. Итак, давайте определим, что такое думать. И самое лучшее определение, к которому я пришел, будет такое. Думать – это способность останавливать себя в суете мельтешащих мыслей и удерживать в голове одну определенную логичную линию мысли для поиска оптимального решения конкретной задачи. Сидеть в кресле и думать о личном кабинете с панорамным видом на океан и зарплате из 6 цифр называется мечтать. А сидеть в кресле и планировать действия, которые нужно осуществить, чтобы это произошло, называется думать. То есть думать – это созидательный процесс. Размышлять о том, что этого положения можно было бы достичь, если бы у вас были родители побогаче, образование получше, вы жили бы в другое время, в другой стране, вы были бы моложе, здоровее и так далее, называется придумывать отговорки. Но найти время и организовать себя, чтобы уединиться и регулярно обдумывать, записывать план на бумаге и каждый день быть сконцентрированным на нем, чтобы действовать эффективнее, называется думать. После этого, как мы немного определили значение слова «думать», давайте поговорим, зачем нам это надо. Вы когда-нибудь замечали, как много всего мы делаем на автомате? Мы просыпаемся утром, на автомате идем в душ, чистим зубы, одеваемся, едем на работу. Большую часть работы мы тоже делаем на автомате. И те редкие моменты на работе, когда надо нам реально подумать и что-то новое изучить, нас чаще всего напрягают. Далее мы на автомате едем домой, проводим время с семьей или с друзьями, и уровень вопросов, над которыми нам приходится думать, это мясо или рыба на ужин. Так вот, проблема в том, что нас никогда и нигде не учили думать. В школе нам давали информацию и требовали, чтобы мы запомнили ее. Вы когда-нибудь помните, чтобы нам в школе говорили: вот есть теория, которая предположительно объясняет, например, как устроен атом. И она говорит, что отрицательно заряженные электроны вращаются по кругу вокруг ядра атома, где находятся положительно заряженные протоны. Подумайте над этим, дети. Вам говорили: выучите это. А потом говорили тоже: противоположные заряды притягиваются, а одинаковые заряды отталкиваются. Запомните это, детки. Нас не учили думать.
Потому что если бы нас учили в школе думать, мы бы обязательно спросили учителя, а почему же тогда одинаково положительно заряженные протоны в ядре атома не разлетаются? Они ведь должны отталкиваться, так как имеют одинаковый заряд. Именно потому, что нас нигде не учили думать, мы часто видим, что достаточно объявить по телевизору в какой-то рекламе, что в новом шампуне присутствуют пирамиды, как толпы женщин устремляются тратить деньги для того, чтобы волосы их выглядели лучше. Никто не спрашивает, что такое пирамиды, как именно они укрепляют волосы, где можно просмотреть клинические испытания, кто проводил эти испытания, кто спонсировал эти испытания. И то, что этот шампунь стоит в 2 раза дороже, это никого не смущает. Там же есть пирамиды. Так вот, мы говорим о том, зачем нам нужно научиться думать. Это нам необходимо для того, чтобы никто нами не мог манипулировать. И для этого нам нужно научиться видеть реальность максимально объективно, насколько это возможно. И в прошлом выпуске про силу воли я немного поднял эту тему. Но в этом выпуске давайте поговорим детальнее. Для того, чтобы научиться думать самому, надо начать с вопроса: почему я думаю так, как я думаю? Кому это выгодно, чтобы я думал так, как я думаю сейчас? Вспомните Шерлока Холмса. Ищите, кому это выгодно. Это простые вопросы, с которых я предлагаю начинать. И это применительно к любой теме. И когда вы честно начинаете анализировать с подобного ракурса все ваши мысли, к вам приходит страх. Это страшно подвергнуть непредвзятому анализу все те мировоззренческие устои, которым вы следовали всю жизнь. Очень страшно. И из моего опыта, чем старше человек, тем страшнее ему это сделать. Мне даже иногда кажется, что после определенного возраста, если человек не привык критически мыслить, это становится невозможно. И в первую очередь из-за страха. Срабатывает встроенный защитный механизм. Нам легко и приятно, когда нам все понятно. И нам страшно, когда впереди неизвестность. И пусть даже наша картина реальности полностью не соответствует тому, что происходит в действительности, пока у нас есть хоть какая-то картинка, нашему мозгу спокойно. Так с чего начать? И вначале нужно выделить время на это. 1 час в день, я думаю, достаточно для того, чтобы достичь неплохого результата. Но что же делать в течение этого часа? И это самый важный вопрос. Вы можете прямо сейчас набрать в интернете, как устроен реальный мир, и вы найдете сотни сайтов или каналов, которые вам с удовольствием расскажут все его секреты. Они вам расскажут про мировые закулисные заговоры масонов, евреев, католиков или либералов. Но это путь в еще большие дебри. Чем больше вы будете грузить свой мозг подобным родом мусора, тем более будете терять способность к структурному аналитическому мышлению. Говорю по своему опыту. Первую подобную книгу «Комитет 300» я прочитал где-то в классе 10. И после ее прочтения у меня было ощущение прозрения. Но меня спасла одна мысль. Как же такая могущественная организация, которая управляет всем миром, позволяет, чтобы подобная информация была доступна даже таким простым школьникам, как я? Так вот, мой ответ. Начать нужно с изучения логики. Что такое логика? Для чего она нужна? И изучить методы построения вывода и ее основные законы. И кто-то, возможно, подумает про себя. А зачем вообще логика нужна нормальному человеку? Разве не обладает каждый взрослый человек достаточным здравым смыслом, чтобы понять все законы логики самостоятельно без помощи учебников? К сожалению, не обладает. Я помню такую фразу, кто-то сказал, что разница между здравомыслящим человеком и тем, кто обучался логике по учебникам, примерно такая же, как между уличным гопником и бойцом спецназа. Логика – это наш компас в океане информации, которая огромным напором льется в наш мозг. Именно логика позволит нам отличить факт реального мира от потока чьих-то субъективных мнений. На тему логики я
планирую тоже сделать выпуск, но поверьте, за 15 минут можно только заинтересовать слушателя начать ее изучать. Но их недостаточно, чтобы научиться ею пользоваться в той мере, чтобы вами нельзя было манипулировать. То есть логика вам поможет отличить надежный источник информации от ненадежного. И на основании этих надежных источников информации изучить, как устроен реальный физический мир. Для этого не надо поступать в университеты и защищать докторские диссертации. Достаточно 1-2 часов в день полного погружения. И если у вас есть неплохое фундаментальное среднее образование, то за год вы себя не узнаете. Кстати, вы никогда не задумывались, почему люди с юридическим образованием очень часто успешны, признаны и достигают высоких постов? Потому что в программе юридического образования обязательно изучают логику. Для судьи или адвоката очень важно иметь качественное аналитическое и синтетическое мышление. Это для всех профессий важно, но вот в программе моего вуза почему-то не было логики как предмета. Хотя я и учился не в самом плохом медицинском вузе. А всем тем, которые возразят мне и скажут, что есть духовный мир, и его нельзя объяснить логикой, я отвечу так, что, возможно, вы и правы, но, по-моему, разумно иметь четкое понимание, как устроен наш физический мир, в котором мы живем в данный момент, прежде чем углубляться в изучение метафизических миров. И в этом выпуске я даже не обсуждаю, существуют ли духовные миры или нет. Все, что я хочу сказать, что многие пытаются изучать духовный мир, имея искаженное представление о реальном мире, в котором они живут прямо сейчас. И их уносит во всякие эзотерические миры, энергетические системы, астрологию и прочие духовные сферы, где они надолго завязают, как в болоте. Моя мысль по этому вопросу очень простая. Если изучать логарифмы, не изучив, что такое сложение или вычитание, то результат будет плачевный и в логарифмах, и в сложении. Итак, логика – это первый шаг. Далее у вас открываются глаза, и вами уже манипулировать не получится. Я специально не привожу названия книг или ссылок, так как я даже не призываю вас верить мне. Впрочем, нет. Одну ссылку я вам дам. Это будет классика. Учебник логики Челпанова. Ссылка будет в описании. Если он будет сложный для вас, то найдите вариант попроще. Он есть даже в варианте гоблинского перевода. Но главное, задумайтесь над этими вопросами. Читайте, слушайте, смотрите и сами делайте выводы. Все, уже можно начинать действовать. После этого вернитесь к этому видео и досмотрите его до конца. Что, не терпится досмотреть до конца? Запретный плод всегда сладок. Именно поэтому не работают диеты, о чем мы говорили в первом выпуске. Итак, вы научились думать. Тогда, пожалуйста, подумайте над тем, что всем нам, если мы родились здоровыми, дано от природы стройное, красивое, идеально отрегулированное, совершенное тело. Посмотрите на ребенка. Какое это прекрасное творение. И все, что мы делаем в течение жизни, это уродуем наше тело. Посмотрите на себя в зеркале сейчас. Вы нравитесь сами себе? А представьте себя в том весе, чтобы вы нравились сами себе. И это и будет ваш идеальный вес. Он не рассчитывается по формуле, его не называет ваш врач или персональный тренер. Вы сами себе устанавливаете стандарты. Только не надо мне рассказывать, что свисающие подкожные хранилища жировой ткани могут кому-нибудь нравиться. Ведь все знают честный ответ. А теперь, что на самом деле происходит? Из-за отсутствия культуры питания наш организм, пытаясь выжить, выводит из крови избытки тех или иных химических соединений, которые мы в него запихиваем, и складирует их под кожей или вокруг внутренних органов. У женщин они складируются в нижней половине тела, в ногах и ягодицах, чтобы сохранить зону живота для детородной функции, а у мужчин в зоне живота и спины, так как им вынашивать детей не нужно, но быстро бегать, чтобы добывать пищу, раньше было необходимо. Еще раз повторю, для того, чтобы выжить, он, совершенный,
идеально сбалансированный организм выводит и складирует излишний жир в жировых клетках, потому что избыток этих жирных кислот и сахара в крови нарушает ее биофизические свойства, и от них нужно срочно избавиться, чтобы не умереть. Таким образом, избыток жира или сахара в вашем рационе, если вы следуете за моей мыслью, буквально отравляет вас примерно так же, как алкоголь или никотин. Но не верьте мне. Найдите надежные источники информации и сами изучите эти темы. И я понимаю, что читатель, скорее всего, очень будет возмущен. Как это изучи? Как это прочитай? А ты на что? Я же вот смотрю твой канал, ты мне расскажи, что и как. Вот в этом-то и проблема. Нас с детства приучили к такому подходу в школах. Просто давали информацию, и мы ее брали. Но я говорю о другом подходе. Я делюсь направлением, по которому сам двигаюсь. И если вы хотите видеть изменения в своей жизни, то вам самим надо себя развивать. У вас должно быть свое мнение, не мое. Да, развивать себя, расширять свои рамки очень сложно. И практически невозможно тем, которые уже имеют представление о себе, что они уже во всем разобрались. Один мудрец как-то сказал на эту тему, что если ты стал на путь развития, то ты всегда в начале пути, куда бы ты ни дошел. И если ты видишь себя достигшим чего-то, ты уже сбился с курса. Многие тысячи лет на горе об этом было сказано следующим образом. Блаженны нищие духом. Простите, дорогие мои, что разочаровываю вас, но волшебной пилюли не существует. От просмотра 1 или 3 выпусков у вас не поменяется жизнь, и жир не исчезнет с боков. У вас в лучшем случае появится желание что-то сделать, чтобы она поменялась. Храните это желание, лелейте его, подпитывайте его нужной информацией. Каждый день слушайте или читайте о том, как кто-то прошел уже этот путь. Читайте о заболеваниях, которые способствуют лишнему весу. Загружайте в свой мозг эту информацию. И здесь ключевое слово «каждый день». Это несложно. Нужно просто захотеть по-настоящему. И завершая выпуск, попрошу вас еще раз подойти к зеркалу и представить себя в идеальном по вашим меркам теле. Далее снова посмотрите выпуски о диетах, упражнениях и силе воли. Остановите себя в вашем жизненном водовороте и сделайте план, как достичь этого. Поменяйте круг общения, если те, кто окружают вас, сбивают вас с цели. Найдите таких друзей, которые будут двигаться с вами в одном направлении. Уберите все те продукты из вашего дома или офиса, которые уводят вас от цели. Записывайте свой вес каждое утро и следите за его динамикой. Хоть шаг, но делайте в этом направлении каждый день. Введите это в привычку, и законы Вселенной сделают все остальное. Все случится как будто само собой. Получилось у других, получится и у вас. И для полного успеха вам нужен будет еще один ненастоящий пазл. Научиться быть честным самим собой. Об этом мы будем говорить в следующем выпуске. С вами был Майкл Свобода. Живите ярко, друзья!